Привет! С вами Виктория Сидорович, и сегодня у нас долгожданная йога-тренировка. Йога вообще очень классный подход не только к телу, а и к эмоциональному состоянию, поэтому сегодня у нас в гостях Таня Глоба, и она нам проведет силовую тренировку по йоге. Танечка, расскажи, что нас сегодня ждет вообще? Да, сегодня мы будем делать такую маленькую тренировку, небольшую, чтобы включить спину, суставы, ноги, и вообще хорошо себя чувствовать каждый день. Это небольшая, можно сказать, разминка, но достаточно кропотливая, плодотворная работа. Так что подготовьте, сейчас будем делать что-то интересное. Да, Таня знает, что говорит, она йогой занимается уже 10 лет и преподает немножко меньше, поэтому не забудьте подписаться на ее инстаграм, берите свои коврики, хорошее настроение, обтягивающую форму и давайте заниматься. Начинаем. Первое положение – это полумесяц. Ноги ставим на ширине таза, опускаемся вниз, оставляем руки на полу, одну ногу выворотно выводим наверх, то есть бедро разворачиваем в потолок. Можно пока что остаться на согнутой опоре. Дальше мы руку оттягиваем и закидываем за голову. Стараемся сделать одну линию нога-рука, ногу как можно выше. Если пока что тяжело так удерживать положение, можно опорную ногу согнуть чуть-чуть и руку либо на затылок поставить, либо на талию. Когда положение будет уже более устойчивое, тогда вытягивайте ручку. И все, балансируем. Да. Важный момент, чтобы опорная стопа у вас смотрела вперед, не косила внутрь. Да, и вот эту руку мы чуть-чуть заводим дальше за голову. Хорошо. Держим. Дыхание ровное. Чтобы легче было здесь устоять, поймайте точку одну на полу и держите ее. Ножки греются хорошо. Да, ножки очень хорошо греются, сейчас все прогреется. Это очень мощная тема, сразу включается тело, спина, ноги, суставы, все вместе. Еще держим, и вы не просто держитесь, а стараетесь всегда раскрыть верхнее бедро и верхнее плечо наверх, наружу. Еще чуть выше дотягиваем ногу, опускаем аккуратно, поставили ноги, немного встряхнули, размяли. Дальше мы оставляем на полу ногу, которая у вас уже была. Мы сейчас все на одну будем сторону делать, потом на вторую. Опираемся руками на колено, оттягиваем ножку назад, стараемся вывести в одну линию со спиной. И дальше либо вы здесь оставляете руки, если вам пока тяжело здесь держаться, либо уводите их назад, либо уводите их вперед. И потом дотягиваем опорную ногу и просто держимся. Руки старайтесь вывести к голове. Да, Вик, чуть-чуть ниже давай, вот здесь. Спокойно, спокойно. Такое тоже бывает, но здесь мы недолго будем стоять. Да. Сегодня у нас тренировка на баланс. Да, старайтесь немножечко растянуть себя, то есть нога, пяткой тянетесь назад, а руками тянетесь вперед. За счет этого получается баланс. Ну и, конечно, стопа хорошо работает. Еще 5, 4, 3, 2, 1. Сразу руки на пол. Вытягиваем верхнюю ногу наверх. Выворотно бедро направляем в потолок. И вытягиваем нижнюю опору. Тоже старайтесь колено максимально ровно сделать. Если не получается, ничего страшного. Вы можете вот здесь вот пока подержаться. Потом подходите руками ближе к ножке. Выравниваете колено. И делаем наклон хороший на ногу. Для самых крутых, продвинутых, одну руку оставляем на полу, а второй захват делаем за щиколотку и удерживаем такое положение. Уже подтягиваем себя рукой к ноге, вот сюда. Ну, важно здесь дыхание и чувствуйте заднюю поверхность ноги. Если очень жестко, тогда можете... Вика уже немножко устала. Но на самом деле это комплекс, он кажется сначала тяжелым, но потом
Хорошо греет булочки. Булочки, да, там все хорошо работает. Давай еще буквально 10 секунд постоим. Каждое положение. А вы стойте, держите стойте. 30 секунд. А вы стойте. Вика, отдохни, пока вы стоите. И вот здесь вот важно вот это бедро. Да. И выше ногу. Все, вы стоите на своих ощущениях. Если пока нога согнута, ничего страшного, она потом выровняется, прогреется. Вот пойду к тебе курс на растяжку. Ну. И может быть будет выше нога. 2, еще дотягиваем, 1 ниже корпус и опускаем ножку вниз. Этой же ногой, которая у вас стояла внизу, делаем шаг вперед, аккуратный, руками придерживайтесь. Опускаем таз вниз. Положение воина, которое, я думаю, все уже знают. Садим таз на уровень с коленями. Дальше у вас 90 градусов в передней ноге. Руки выводим в диагональ верхнюю. Держим. Важно, сзади пятка смотрит наверх. И здесь мы прижимаемся одним ребром на ногу, а грудной отдел, наоборот, открываем назад. Все, держим. Ноги крепкие, хорошо толкаемся от пола. Угу. Вик, прижмись еще. Да. А грудь чуть-чуть назад. Вот так. Моя правая ягодица говорит мне. Да. Я больше не могу это терпеть. В этом весь прикол, что весь комплекс мы сначала делаем на одну ногу, а потом на вторую. Но если прям вообще тяжко будет, тогда, конечно, можно по очереди менять ноги. Руки ставим, разворачиваем заднюю ногу, фиксируем ее стопой, хорошо. Садим вниз таз, оставляем локоть на колени. Здесь можно тупой угол сделать, можно 90 градусов. Копчик подкрутили внутрь и закинули руку на сторону. Это последний наш элемент. Дышим спокойно. Верхнюю подмыху разворачиваем наверх. И все. Держимся. Это такой облегченный боковой воин. Если мало, отрываем нижнюю руку и выводим вот сюда. Но вот этого тоже будет пока что достаточно. И еще пару секунд. Каждое положение делаем 30 секунд. Первый полумесяц можно минуту держать. Я так понимаю, перед растяжкой хорошо сделать такой комплекс, да, разогреться. Да, он реально греет, очень классно все. Особенно ноги. Закрываем, возвращаемся сюда. Сейчас мы расслабим ноги, стряхните их. Да, и притягиваем себя вниз в складку на широких ногах. Стопы чуть внутрь, колени старайтесь выровнять. Руки фиксируем на полу, либо за щиколотки. И отсюда вы вытягиваете сначала спину, а потом начинаете уходить вниз. То есть не сразу к ногам. Сначала нужно вытянуться ровной спиной вниз, а потом уже заползать под ноги. Тогда у вас получится вот эта красивая складка, прям ровненькая. Да, Викуль, хорошо. Когда-нибудь получится. Когда-нибудь получится, да. Смотри, да, все окей, сейчас только не нужно прыгать, тут просто стоите и спокойно вытягиваете спину, старайтесь здесь прогиб сделать, копчик наверх направляем и подтягиваем колени. Все, пока ничего больше там делать не нужно, потом начнете вниз опускаться. Так. Ну и как вы понимаете, нас сейчас это все ждет на вторую сторону. Я надеюсь, все готовы к этому. Окей, собираем ноги. И стряхнули. Ну, как ты себя чувствуешь? Ух, я уже разогрелась. Точно нужна вторая нога. Да, Вика не ожидала, что я буду сегодня так сходу, да? Не, на самом деле это нормальный процесс. Зачем вот это там оттягивать? Правильно, вот это разминка. Да, зачем вот эта разминка? Это мы уже по ходу греем все тело. Готовы? Поехали все то же самое на вторую ногу. Начинаем с полумесяца. Опускаемся вниз. Оттягиваем назад ногу, сразу разворачивайте ее выворотно в потолок. Руку опорную оставляем на полу. Дальше оттягиваем тетиву и закидываем руку на затылок.
Потом ваша работа заключается в том, чтобы, ну, как минимум устоять здесь, как максимум вытянуть опорное колено, вывернуть больше верхнее бедро и верхнюю подмышку. Фиксируемся взглядом внизу. Даже если вас сейчас валит, ничего страшного, с практикой это пройдет. И есть еще важный момент. Смотрите, вот эта ножка задняя, она не должна уходить назад. Если она будет идти назад по диагонали, тогда вы будете падать. Она должна по своей траектории идти. То есть вот ее плечо, ее бедро и нога вот тоже здесь, вот чуть-чуть вот, да, по своей траектории. Тогда все будет ровно. Вика, ну давай чуть-чуть вот сюда. 5 секунд. Сейчас я замучаю эту Вику. 3, 2, 1. Опустили. Аккуратно ноги поставили. Желательно сразу, конечно, без, ну скажем, без отдыха это все делать. Ну, мы сейчас сделаем с отдыхом, чтобы вы успели сориентироваться. Так, дальше мы оставляем 2 руки на колени, одну ногу оттягиваем назад, это та же нога, которая у нас была сверху, и просто стоим. Включите здесь хорошо спину. Если спина будет слабая, вот такая, тогда вы сразу полетите куда-то, баланса не будет. Да, супер. А здесь бедро смотрит у вас вниз, то есть наружу его не нужно разворачивать, оно закрыто. И мы руки либо здесь держим, либо вперед вытягиваем. Все делайте на своих ощущениях. Можно пока что и тут подержаться, это пока не столь важно. 5, 4, 3, 2, 1. Сразу руки на пол. Выравниваем максимально опорную ногу. Вытягиваем верхнюю ногу наверх, выворотно, бедро в потолок. Либо 2 руки оставляем на полу, если вам пока тяжело удержаться. Либо одну руку за щиколотку и потом дотягиваем себя вниз. Хорошо напрягайте заднюю ножку, заднюю стопу. Да, вот этот носок, он на себя смотрит, и вы пяткой, стопой заводите себя наверх. Молодец, Викуль. Дыши. Дыши. Мы тут недолго, тоже 30 секунд. Вы тоже молодцы. Держите. Если не отдыхаете, а повторяете все за нами. Да. Не, на самом деле, это очень серьезная работа сейчас в теле происходит. Шутки шутками, но это реально очень крутая тема. Так что повторяйте, пока на своих силах, и с каждым разом будет лучше, это я вам обещаю. Так. На выдохе ниже ушли, колено подтянули, выше ногу и опустили вниз. Руки на полу, делаем выпад вперед, шагнули ногой, отставили заднюю ногу. Переходим в положение воина, садим таз, напрягаем заднюю ногу и руки вывели в верхнюю диагональ. Одно ребро у вас прижато, а грудь оторвана, смотрит вперед. Да, супер. Тут сильно просаживаться не нужно. Вот такой вариант, как на растяжке, там сильно не нужно. Здесь мы сейчас просто включаем мышцы. Держим. Тоже взгляд куда-то посадите в диагональ, чтобы он не бегал и вам не мешал. Пару секунд. И ставим локоть на одно колено, разворачиваем сзади стопу, таз подкрутили, опустили тоже максимально вниз и закинули вторую ручку за голову. Опорную руку тоже можно оторвать, вывести сюда, можно тут оставить. В этом положении тоже ваша постоянная работа — это подкручивать таз и немножко ниже опускаться, чуть-чуть, а рукой стремиться в сторону. Угу. Также проверяйте линии. Нижняя стопа должна быть на уровне с задней пяткой. Вот Вике надо чуть поправить.
Да. Поехала. Ну да. Пара секунд. И закрываем, возвращаемся на широкие ноги. Сейчас я повернемся, к вам попой не стоять. Так, ну, кому-то, может быть, понравится очень. Может быть. И опускаемся сюда, здесь расслабляемся. Можете руки на полу зафиксировать, немножко пошатать бедрами. Я это называю «повиляйте попой», да, в разные стороны. И потом притягиваем себя вниз. Ну, уже на самом деле должно быть горячо. Да, ведь первой ноги горячо. Уже готовы. Этот вообще комплекс, он занимает минут 7, ну, если делать сразу друг за другом упражнения. А потом можно с телом делать все, что захотите, растяжки разные и так далее. Хорошо, собираем ноги, аккуратно, вырастай наверх. И сейчас делаем просто вдох спокойный. Собираем руки сверху, смотрите, можете сделать такую стрелу, один палец выставить, можете ладони, можете замок, вообще не имеет значения, как вам удобно. Мы вытягиваемся назад в заднюю верхнюю диагональ, максимально далеко, стараемся лопатки собрать сзади и как бы отделить от корпуса, а голову чуть вперед подаем, копчик подкручиваем, то есть вот этого прогиба мы не делаем, подкрутите внутрь и тянемся хорошо назад, локти ровные. Все, держим до состояния, когда у вас начнут печь руки. По-хорошему, если правильно поставить их, они сразу же, да, начнут печь. И вот здесь под лопатками хорошо прогибаемся, под лопатками. А копчик в тени, копчик, да. Вот это держишь, под лопатками прогиб. Это разные группы мышц, ими нужно управлять. Будете с нами заниматься, будете управлять всеми группами мышц. Ну да. Еще немного. Так. Хорошо. И теперь мы там же руки держим. Я сейчас к Вике поверну, чтобы она видела. Вы тоже увидите спереди. Мы начинаем вот эти руки вытянуты водить по сторонам. Вправо уводим, влево. Сейчас я покажу, как это сзади выглядит. Вправо, влево. Основная задача — это почувствовать, как ваши лопатки отдельно ходят. Смотрите, вот сюда, по задней траектории. Перенесли, перенесли. Корпус не двигается, таз не двигается. Просто работаем руками. Да, еще, давай. Пару раз. Как ты это делаешь? Шими, какое-то пошло. Все, и переводим вперед, такой пистолет выставили, держим. Копчик подвернули, круглая спина. Хорошо, здесь округлитесь, вот тут как раз можно сгорбиться так сильно. И вырастаем волной наверх. Умничка. Вики реально большой вообще. Она молодец. Она не ожидала, что с этим будет. Вы тоже молодцы, если не ожидали. Так, смотрите, дальше мы ложимся на живот. Дальше уже немножко полегче будет. Ложимся на живот. Выставляем руки перед собой в такие широкие углы, ладони смотрят друг на друга. Мы подтягиваемся наверх, ребрами проходим вперед. Опускаем голову и начинаем голову переваливать просто как неваляшку на одну сторону, на вторую. Шея расслаблена, голова расслаблена, ухом коснулись и перевели. Корпус вы держите на руках, то есть прям можете спину сейчас расслабить, а руки включены. Давай еще пару раз. Да, через низ. Угу. Хорошо, стоп. Еще больше вперед вытянулись, прошли. И вращаем плечами теперь в таком положении. Увели плечи назад, прокрутили, вывели вперед и забрали. Поехали 10 раз. Да,
Интересное ощущение. Да, немного странно это выглядит, но это очень круто для нашей спины. Грудной отдел раскрываем, освобождаем плечи, лопатки. Давайте, не ленитесь, прям хорошо. Забираем, амплитуду мощную делаем. Так, и, естественно, в другую сторону. Поехали. Так. Да. Но сначала может быть такой эррор в голове, типа, чем двигать, куда идти. Ну, потом поймете. Так, да. И лопатки жестче сзади собираем. Ага. Хорошо, стоп, зафиксировались, еще вперед руками подтянулись и забрали руки вот сюда. 2 пальца. Да, наверх, и собираем. Не спрашивай, это для энергии надо. Все. И здесь хорошо локтями соберитесь, максимально высоко мы затягиваемся мышцами спины, пресс отключаем, ягодицы включаем. Все, держим. Голову чуть-чуть вниз и макушку тянем наверх, как будто вас за волосы тянут наверх. Локти уже еще уже, да. Все, держим, просто держим. Так. Вот такое должно быть ощущение, вот как будто вас прям стягивают сзади. Да, голову чуть ниже. Шею не закидывайте, будет болеть, не очень приятно. Так. 3, 2, 1. Вниз и снова наверх. Пару раз мы сейчас в динамике. Что? Я думала, отдыхаем. Не, мы еще не отдыхаем. Наверх, вниз. Хорошо. И последний. Опустились. Вот тут сейчас можно отдохнуть. Блаженный коврик. Обычно так и бывает. Так, ставим руки, оттолкнулись, хватит отдыхать. У меня обычно ученики так и делают. Я говорю, отдых, там, 1 секунда прошла, сразу типа поехали. Так, ладони под плечом, колено под бедром, локти наружу заворачивайте. Мы делаем хороший прогиб в спине. Лопатки стягиваем и тянем вдоль позвоночника к копчику. Голову не закидываем, смотрим вниз, а вот макушку чуть наверх вытягиваем. Делаем вдох. С выдохом колено к лбу подтягиваем, руки чуть ближе к корпусу ставим. Подтянули, держим. Это положение, ну, достаточно коварное. Оно кажется, что просто, но не все смогут дотянуться к лбу. Максимально стремитесь лбом к колену и пятку, заднюю пятку тянем наверх к ягодице. Спина круглая-круглая. Снова ставим. Прогиб, вдох. С выдохом вторая нога. Держим. Да, супер, выше пятку еще. Поставили. Прогиб, вдох. И сейчас мы немного короче будем эти паузы делать. По 2 секунды фиксируемся. На выдохе подтянули. 1, 2. Опустили вниз, прогиб. Когда делаете прогиб, лопатки стягиваем и копчику тянем. Поехали. На выдохе вторая. Поставили. Прогиб, вдох. Выдох, нога. Поставили, прогиб, вдох. Выдох. Вторая. Хорошо, ставим и фиксируем положение прогиба. Лопатки стянули, копчику подтянули, да. Вот этих подъемов коленями можно сделать 10 раз на каждую сторону. И отсюда мы выходим в собаку мордой вниз, ставим пальцы, отталкиваемся за копчиком, за попой, выходим наверх. Значит, смотрите, сейчас мы сделаем сразу же на согнутых ногах. Даже если у вас хорошая растяжка, вы можете поставить пятки. Пока что держим согнутые колени, полупальцы высокие. Мы прожимаем спину максимально вниз.
Лопатки затянули и работаем в динамике. Прожимаем грудной вниз, вернулись, вниз, вернулись. Здесь основной посыл именно вниз, поэтому прям продавливаем, как будто вас вот рукой кто-то толкает под лопатки. Сейчас я толкну Вику рукой под лопатки. Вниз, да, и вот прям вот эту зону, да, и прям стягивай. 3, 2, 1, стоп, фиксируем положение. Продолжаем тянуть лопатки друг к другу и потихоньку начинаем колени выравнивать и пятки вниз ставить. Если у вас плохая растяжка, можете продолжать на согнутых ногах стоять. Здесь начинаем от поясницы, вот прям от копчика, от поясницы, вот туда прожимать свою спину, лоб тянем к полу. И дышите, не забывайте, это важно. Йога с элементами массажа, это очень приятно. Да. Еще пару секунд. У кого пятки стоят на полу, прям хорошо вбиваем их в пол, чувствуем икру, ахилл. А теперь разведите лопатки, то есть мы сейчас их не собираем, разведите их широко и как будто вот вдоль корпуса обволакиваем их вниз. И продолжаем, также мы давим грудь вниз, но лопатки широко раскрыты. Ощущения должны быть другие немножко. Вика, другие? Мы руки как бы растягиваем или нет? Нет, мы сейчас грудное дело растягиваем. Угу. Ну, вроде другие. Все, ставим колени, откатились назад, отдых. И сейчас у нас самая последняя вещь, очень приятная, будет, я думаю, Вике понравится. Так, ложимся на спину. Ну, все, мне уже нравится. Все уже нравится. Ложимся на спинку. И ноги будем закидывать за голову в положение плуга. Аккуратно. Руки наверх увели, ноги наверх. И таким осторожным рывком закинули ноги, поставили за голову. Смотрите, если вы не достаете к полу, тогда у вас сзади стоит стул, либо диван, либо стена, какая-то опора. Вы отталкиваетесь и на нее ноги ставите. Можно даже согнутые. А потом начинаете сходить вниз, пока у вас ноги не коснутся пола. В этом положении вы вытягиваете хорошо колени и пятки тянете вниз, прям к полу, как будто хотите стопу поставить на пол. Дышим в живот, шею не сжимаем. Если чувствуете верхние позвонки и шея как-то дискомфортно, тогда вытяните ее наверх, а лопатки стяните сзади вместе, защищайте свой позвоночник. И тогда будет комфортно вам лежать. Ну и пол, конечно, чтобы не был слишком жесткий у вас. Дыши в живот, Вик. Хорошо бы вообще дышать. Хорошо вообще дышать. Да, здесь кто-то может, кстати, немножко задыхаться, можно так сказать, но постарайтесь, во-первых, не задохнуться, конечно, во-вторых, дышите просто мелкими дыханиями и в живот. Здесь пережимается диафрагма, поэтому в грудь немного сложнее будет дышать. Сгибаем колени и мягко выходим вниз, позвонок за позвонком выкатываемся. Аккуратно. Все, ставим стопы, хороший вдох, задержка дыхания и потом резкий выдох. Подержите, сколько у вас есть сил. И резкий выдох, да. Все, пока что, я думаю, достаточно вам будет. Вот. Как тебе тренировка? Класс, я прям не ожидала такого. Как ты себя чувствуешь? Хорошо, я прям взбодрилась. Я думаю, что утром... Можно такой комплекс утром Да, делать? Это утром, кстати, хорошо, он будет заходить. А есть момент, например, когда вы утром будете плуг делать, вот этот последний элемент, который мы делали, он немножко будет, возможно, дискомфортно, потому что утром еще тело не совсем растянуто, возможно, затылок даже будет печь, но это нормально, это наоборот будет полезно. Главное, без паники, просто полежите там до минутки и сходите.
Вот. Класс, спасибо тебе огромное. Да. Я надеюсь, что всем понравилось. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться на меня, на Таню, конечно же. Ссылочка на Инстаграм в описании видео. Что еще? Что еще? Приходите, ждите следующую тренировку. Будет что-то интересное. Вики, очень хорошо. Что, конец перезаписать, да? Не обязательно, уже добавить. Ну, с ней добавлять. Пока-пока, свое коронное. Пока-пока, вот это. Я тоже когда... Пока-пока.